Ну и тогда переходим к вопросам от наших пользователей, которые оставляли свои сообщения на сайте. И первый вопрос. Валерий Викторович, прокомментируйте, пожалуйста, итоги учений НАТО. Похоже, что они провалились. В частности, норвежский фрегат ушел на дно. И уже официально обвинили, что это российские войска воздействовали на GPS. Ну, обвинение российских хакеров – это данность, от которой никуда не денешься. То есть вали все на русских, когда у тебя что-то не получается. Что же касается учений Trident Juncture, которые прошли в Норвегии, то надо понимать их суть, чтобы оценить успешность и неуспешность. Вот я тоже оцениваю, что эти учения закончились неуспешно, но совершенно по иным причинам, нежели тем, которые объявляют в СМИ, когда подсчитывают аварии, какие-то там нестыковки, например, когда выяснилось, что все три уровня связи неработоспособны и координации войск на местах, в общем-то, нет, потому что вопросы связи не отработаны. Но учение для того и учение, чтобы вот эти процессы отрабатывать и выявлять то, что недоработано, где как идет нестыковка. Вот. И после этого уже все это дорабатывать и снова учиться. Они потому и учения. Другое дело, что действительно уровень нестыковок в организации взаимодействия войск во время этих учений был запредельно большим, который показывал, что в принципе объявленные учения не соответствуют тому формату, в каком они были проведены. А значит, эти учения должны были быть по-другому проведены. Безусловно, что если в учениях участвует практически весь боеспособный контингент Бундесвера, 8 тысяч человек, это все, что есть на территории Германии, значит, была какая-то сверхзадача, ради которой требовалось задействовать весь этот боеспособный контингент. Иначе можно было бы провести какими-то подразделениями это участие. Вот, как это сделали другие страны. Вот. А что же произошло? Почему же они безуспешны-то? А потому что эти учения должны были состояться по-другому. Эти учения, форма этих учений должна была стать формой оккупации Белоруссии. Две колонны из Польши и Прибалтики, наземное вторжение и вторжение по воздуху, накрывает Белоруссию и захватывает. Вот для этого требовалось огромное количество военнослужащих, чтобы закрыть всю территорию сразу. Когда Россия вступилась за Белоруссию, и в принципе это и вредит и нашим государственным интересам, оккупация Белоруссии, то нужно было менять сами учения, потому что весь подготовительный процесс под учение, он был задействован. Вот. И его просто так не остановишь, надо было что-то менять. Поэтому на коленке изменили, и вот любые учения, они проводятся по планам. Вот есть план мероприятий, когда проводятся те или другие учения. И вот взяли минимально готовые учения, которые должны быть проведены в примерном формате, их более насытили и провели в Норвегии. Поэтому столько несостыковок. То есть под них не работали, работали под другое. И вот здесь мы снова выходим на то, а что же, собственно, является учение в формате военного противостояния систем. И вот в этом плане сегодня мы подведем некую черту
под некий итог того, о чем говорили предыдущие два вопроса-ответа, когда как возникают войны и как воюют системы. А вот сегодня мы поговорим о том, когда для системы наступает необходимость воевать. И что такое гибридная война? Вот, в принципе, понятие гибридной войны, оно отсутствует везде, кроме как в работах внутреннего предиктора, опубликованных до июня 2018 года. Вот. Поэтому, но так, в такой сборке, в которой я сейчас буду давать, они, в принципе, отсутствуют везде. Итак, в английском языке есть два слова. Война – war и товар – wares. В принципе, несмотря на то, что они произносятся по-разному, они являются однокоренными и отличаются всего лишь в одной букве. Значит, war пишется W-U-A-R, а where пишется W-U-A-R-E. Ну, множественное число употребляется S. Так вот, это совершенно не случайно. Дело в том, что основанием для торговли является невозможность получения каких-либо ресурсов иным способом. Вот если иным способом, без торговли, это невозможно получить, то тогда наступает период торговли, мирное соглашение, когда выставляют там ценовые приоритеты или еще что-то, но начинается обмен товарами. И, соответственно, этому война – это способ обретения каких-то ресурсов. И вот здесь надо вспомнить про определение, данное в концепции общественной безопасности. Что такое война? Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих, природных, энергетических и людских ресурсов. Повторю, комплекс мер. Какой комплекс мер? Мы знаем о том, что есть 6 приоритетов управления. Так вот, 6 обобщенных приоритетов управления, они являются средствами управления внутри одной социальной системы, а по отношению применения этого же набора средств, по отношению к другой социальной системе, при несовпадении концепции управления этой социальной системы, это является средствами ведения войны. Это является оружием. 6 приоритетов обобщенных средств управления / войны оружия. Вот. Таким образом, 6 вот этих приоритетов и являются то, что призвано сейчас называется гибридной войной. Совокупность применения 6 приоритетов обобщенных средств управления есть средство управления в одной социальной системе и средством ведения войны по отношению к другой социальной системе при несовпадении концепции управления. Так вот, суверенитет государства – это когда управление по полной функции осуществляется собственно государственными и общественными институтами государства. Вот. И 6 приоритетов в управлении в этом случае строго обязательны. Интенсивность и применение вот этих 6 приоритетов управления по одной социальной системе по отношению к другой социальной системе и определяет,
какая идет война? Холодная или горячая? Холодная война – это когда основная система управления, вернее, противоборства двух систем идет посредством более высоких приоритетов управления, с 5 по 1. А горячая война, когда интенсивность и приоритетность воздействия идет на 6 приоритете. Война на 6 приоритете никогда не отменяет воздействие на противоположную социальную систему на основе высших приоритетов. Соответственно этому, вспомните, например, Вторую мировую войну, политическую активность государств по перекраиванию товарных потоков, по обеспечению, помните, поставка шведских подшипников в Германию каким путем шла, вот. Как вообще изменились потоки, корабли плавали по мировому океану, как изменились потоки продуктообмена между разными странами в зависимости от политического противостояния, призванного обеспечить определенное состояние воюющих систем. Нам был ленд-лиз, а Германии и ее сателлитам официально была блокада. То есть все высшие приоритеты были в наличии, но основной приоритет, на котором шло противостояние, это был 6, силовое противоборство, и поэтому воевали. Но все остальное тоже было. Когда же идет холодная война, то 6 силовой приоритет обязательно присутствует. Он не исключен, он всегда есть в системе. Если его не будет, то система проигрывает вот эту самую гибридную войну. А как присутствует вот эта вся система? Первое и самое важное, то, о чем я уже говорил. В мирное время войска обязаны учиться. Проведение учений и маневров есть суть военного противостояния неконтактным способом. Второе, мы об этом уже говорили. Второе, даже при том, что идет холодная война, противостояние двух систем всегда происходит на 6 приоритете, если не впрямую, то в так называемых прокси-войнах. Когда война ведется на территории третьих стран силами этих, собственно, стран. Если мы вспомним существование Советского Союза и Соединенных Штатов, 70-е, 80-е годы, постоянные войны на африканском континенте, в Латинской Америке, имеется в виду Центральная Америка, то мы там видим, то Советский Союз присутствует в качестве повстанцев, там есть помощь экономическая повстанцам, есть спецназ, советники военные, то американцы присутствуют в качестве повстанцев, а мы уже, Советский Союз был на стороне правительственных, законных сил. И это все время было. Но это было всю историю человечества. И гибридная война, она была всегда столько, сколько существует человечество. Потому что, еще раз повторяю, гибридная война – это применение 6 приоритетов управления по одной социальной системе по отношению к другой социальной системе при несовпадении концепции управления. И вот 6 приоритет в прежние времена присутствовал, например, в форме рыцарских турниров, когда разные рыцари съезжались и показывали определенное состояние вооруженных сил определенных государств, и уже руководители государств
государи, они смотрели, ну, сложно их назвать государями, монархами лучше, вот, смотрели и уже делали определенные выводы. Ах, у них есть такие рыцари, ах, у них есть такие боевые приемы, а значит, нам надо что-то с этим делать. А еще раньше они присутствовали в спортивных играх, Олимпийские игры. Суть этого противостояния на 6-м приоритете, когда идет так называемая холодная война. И то, что войны горячие заканчивались для проведения этих мероприятий, так это для того, чтобы выявить вот такой разведкой боем, что может одна система сделать по отношению к другой системе. Вот для чего это сделано. Отсюда все это идет. Термин «гибридная война» – это исключительно лживый термин, призванный, и поэтому столько разных определений. Одному там military баланс нравится 2015 года, когда есть концепция общественной безопасности. Вот. И другие. Вот эти все лживые определения направлены на одну цель – скрыть, как действительно управляется общество, как действительно идет противостояние между социальными системами, в форме какой войны, откуда ждать удар, как этот ждать удар. Термин «гибридная война» введен точно так же, как и термин «геополитика», для того, чтобы правдоподобно, не действительно правду сказать, а правдоподобно объяснить, как протекают события управления и противостояния. Почему потребовалось введение термина гибридной войны? Вот этому термину-то всего-то, по сути, лет 10. Вот. Он же в последнее время введен. А потому, что население, простой обыватель увидел, что подчас невоенные средства либо заменяют, либо дополняют ведение боевых действий для достижения целей войны. То есть, а если заменяют, надо же как-то это объяснить. Вот и придумали дурь с этой гибридной войной. 6 приоритетов управления. Гибридная война – это противостояние систем по всем 6 приоритетам управления. Это определение гибридной войны. А война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Все. Больше не надо мудрствовать и не надо ничего там искать и изобретать. Так вот. А когда система выходит на то, чтобы доминирующим в плане управления был 6-й приоритет – военное противостояние. Вот с точки зрения концепции общественной безопасности, выход на управление средствами 6-го приоритета означает, что система не справилась с управлением и потому вынуждена в таком формате ликвидировать ошибку управления на более высоких приоритетах управления. Но это с точки зрения концепции общественной безопасности. Глобальный предиктор в целом согласен, работает в согласии с этой постановкой, но у него есть, у глобального предиктора есть своя концептуальная особенность. И глобальный предиктор подчас рассматривает ведение войны на 6-м приоритете как закономерный итог, запланированную цель конкретного управления по отношению к какой-то конкретной системе. Глобальный предиктор не расценивает в целом ряде случаев ведение войны как проигрыш управления на 5 высших приоритетах. Более того, глобальный предиктор рассматривает ведение войны на 6-м приоритете как результат успеха проведения управления на более высоких приоритетах.
Как это? А вот так. Мы о чем говорили на прошлой системе? Мы говорили о том, как готовилась война, Первая мировая война, мировая война в два этапа, получивших название Первой и Второй мировой войны. Готовились, целенаправленно под это работали, создавали определенные условия, продвигали определенные кадры, формировали экономики. То есть они целенаправленно двигали весь мир к войне. Для чего? Дело в том, что в нравственном аспекте управления, которое проводит глобальный предиктор, война – это средство коррекции функционирования систем. Это форма перестраивания мира. Это вот как в строительстве, когда в здании сносят какие-то стены для того, чтобы перестроить и комнаты сделать по-другому. Или же, когда сносится одно здание полностью, потому что эта архитектура не устраивает владельца, и выстраивается заново здание. Поэтому локальные войны – это снос определенных стен в одном здании. А мировая война – это снос всего здания для того, чтобы построить новое. И поэтому мы имеем то, вылетело из головы, Вестфальскую систему мира, то Венский конгресс, и различные вот эти вот варианты, то Ялтинский мир, это вот как раз то, к чему ведет глобальный предиктор. То есть у глобального предиктора война – это закономерный инструмент управления. И если с позиции концепции общественной безопасности безальтернативно война на 6-м приоритете – это проигрыш управления на 5 высших приоритетах, то, по сути, являясь именно таким, ведь глобальный предиктор не смог справиться ни с ростом численности населения, ни с переформатированием государств в Европе, например, что и вышли на Вестфальскую систему. То есть нужно было силовым путем сносить одни государства, строить другие, приводить управление в одних государствах, сменять одно управление на другое. Вот, например, что было с французской революцией или с революцией в России. Они же не смогли справиться на более высоких приоритетах. Но дело в том, что глобальный предиктор не ставит себе такой цели. То есть они используют войну как обычный приоритет управления. И только война, которая дает им неприемлемый ущерб, то есть прекращение цивилизации на планете Земля, для глобального предиктора неприемлем. Мы сейчас стоим на грани этого. Поэтому глобальный предиктор вынужден считаться с Россией. Но мы не должны забывать цели глобального предиктора по отношению к России. Вот есть у нас такой хохмач Жванецкий. Так вот он сказал следующее. «Моя мечта – разровнять место, где была Россия, и построить что-то новое, вот просто разровнять». Вспомним о том, что я сейчас только говорил. В целях глобального предиктора есть использование войны, когда здание просто сносится и на его месте строится что-то новое. По отношению к России все уже обозначено. Масса сувенирных государств, не обладающих суверенитетом и предоставляющие свои ресурсы для эксплуатации более высокоразвитым цивилизациям. Но стоит ли нам обращать внимание на какого-то хохмача? Ну вот сказал, его искреннее желание, ненависть к России там высказал. Стоит, потому что было это сказано во время передачи, которая называется «Дежурный по стране». А сама передача является репликой с американской передачи. Вот так вот нам назначили дежурного по стране, который проболтался. Поэтому, подводя коротко итог, гибридная война – это война на всех 6 приоритетах. Интенсивность войны
вернее, интенсивность и приоритетность применения приоритетов управления определяют, какая идет война, холодная или горячая. Война – это комплекс мер, направленных на захват чужих природных, энергетических и людских ресурсов. Системы прибегают к войне в одном случае, когда нет возможности решить задачу управления иными невоенными способами. С точки зрения управления, с точки зрения концепции общественной безопасности, это срыв управления, проигрыш на более высоких приоритетах управления. У глобального предиктора это целый спектр, когда война является закономерным результатом управления с целью переустройства мира, либо локального, либо глобального. По-моему, я достаточно коротко сегодня изложил, когда системы прибегают к войне и что такое гибридная война. Вот определение гибридной войны в том виде, в котором я дал, его нет больше нигде. Поэтому хотите, запишите.